Давненько не виделись, господа. За такой перерыв можете благодарить перенесенную мною ангину с температурой под 40 и другими прелестями. Но сейчас я восстановился, поэтому возвращаемся к работе. Не так давно на просторы наших с вами интернетов попала бесплатная игровая новинка под названием Veiled Experts. Если это название вам ни о чем не говорит, то это норма, ибо проект на поверку оказался ровно таким, как о нем слышно в сообществе. Veiled Experts — это фри-то-плейный шутер от третьего лица, где разработчиком и издателем в одном лице является южнокорейская компания Nexon, прославившаяся недавно иском компании Iron Maze за права на Dark and Darker. Первые упоминания о Veiled Experts появились в мае 2022 года, а ровно спустя год игра вышла в Steam под флагом раннего доступа, что у таких проектов обычно означает полный релиз. Трейлер выглядел крайне многообещающе и буквально заставлял дрожать фанатов такой игры, как Rock Company, ведь в кои-то веке появилось хоть что-то новое из шутеров от третьего лица, которые я дальше буду называть просто TPS, то есть Third Person Shooter. На самом деле у жанра соревновательных шутеров от третьего лица все крайне печально, печальнее даже, чем в MMORPG нише. Основной целевой аудиторией TPS проектов является два кластера игроков. Это любители Супербоула и консоли от Microsoft, которые буквально поклоняются серии Gears, и азиатский сегмент игроков-шутеры, по неведомым мне причинам не умеющие в соревновательные шутаны от первого лица. Overwatch в расчет не берем. Естественно, любители TPS игр есть везде, но мы говорим про ключевую аудиторию. Как пример, есть Бабаджи, и не просто так в начале в игре был только режим от третьего лица. Но вот нравится людям облизывать стены и выглядывать камерой, находясь при этом в безопасности. Ничего не поделать, это отдельный жанр и своя аудитория. Когда в 2021 году свет увидел Rock Company, то на какой-то момент показалось, что шутеры от третьего лица переживают ренессанс, ведь вот это да, на глобальном рынке стали появляться TPS с упором в режим установки и дефьюза бомбы. Говорю во множественном числе, потому что появлению Rock Company предшествовал релиз Калибра, который, отбросив все мемы и несуразность геймплея, объективно можно считать полноценным соревновательным шутаном от третьего лица. Вот только есть одно «но». В силу того, что озвученная выше целевая аудитория данных стрелялок либо слишком узкая и немногочисленная, либо чисто физически не может выйти на глобальные площадки, онлайн у подобных проектов оставляет желать лучшего. Как пример, на релизе Rock Company насчитывал 12 тысяч онлайна по SteamDB, улетев за полгода в отметку в 1500 человек. Как обстояли дела у Калибра, я не знаю, так как собрать статистику не представляется возможным, но, судя по доносящимся слухам, дела там чуть лучше, чем у поделки Hi-Res. Поэтому любое появление какой-либо новой игры жанра соревновательного TPS одновременно и привлекает внимание, и настораживает, так как либо проект подпишет себе приговор еще до релиза, либо будет настолько инновационным, что сможет пробить нишевый барьер и доберется до основной массы игроков. Именно поэтому я и решил уделить некоторое внимание Veiled Experts. В основном режиме игры две команды по 5 человек делятся на роли атакующих с целью поставить и взорвать бомбу, и обороняющихся. Их цель, думаю, вам понятна. Говорить будем именно о соревновательном режиме, так как Normal 3 на 3 с бомбой и командный десматч не нуждаются в трате на них времени. Всего в матче 11 раундов со сменой сторон после 5-го раунда. Для победы команде нужно заработать 6 очков. За активность во время раунда игроки будут награждаться валютой, которую необходимо тратить на покупку новых пушек, а также прокачку снаряжения, что можно считать уникальной механикой проекта. Есть 3 ветки командных апгрейдов — оружие, снаряжение и тактика. Каждый новый уровень в этих ветках будет открывать для всей команды определенные бонусы, такие как возможность использовать коллиматорные прицелы на первом уровне оружия или увеличение щитов при прокачке ветки снаряжения. Суть в том, что эти бонусы распространяются на всех участников команды, а следовательно скидываться предстоит в котел тоже всем. И тут появляется некоторая глубина и гибкость в тактике, когда вам придется коллективно принять решение, что именно прокачивать в первую очередь, а на что в определенный момент времени можно забить. Но, по крайней мере, если играть в компании друзей. Понятно, что в соло-игре все обычно идет как попало. Что же касается экономики в целом, то кроме распределения ресурсов на прокачку улучшений, ее тут особо и нет. Достаточно накопить первые несколько раундов на желаемую пушку, а дальше все монеты будут уходить либо на апгрейды, либо на покупку расходников. Разные гранаты, бинты и дополнительные бронеплиты. Пушки после смерти не теряются, поэтому и продумывать закуп в дальнейшем никому не придется. Что бросается в глаза при первом запуске игры? Игра будто и неплохо так выглядит. Приятная цветовая палитра, достойная работа со светом и тенями, и детализированные анимации передвижения персонажей оставляют приятное первое впечатление, что для фри-то-плейной игры фактически половина успеха проекта. Однако спустя пару часов весь напускной лоск начинает смываться, и на поверхность всплывают не самые приятные штуки.
Графон — это все, конечно, прикольно, но местная динамика превращает все красивые текстурки и анимации в эпилептическое безумие. Я понимаю, что в Корее все очень любят, когда в играх необходимо делать 500 действий в секунду во время вращения на 900 градусов в двойном сальто. Но немного странно, когда подобную концепцию пытаются привязать к TPS-игре. Суть в скорости всего происходящего во время матча. Начиная от скорости кувырка, где персонажи должны были бы себе спину отбивать, заканчивая time to kill в максимум 1,5 секунды по тушке с full хп и максимальным армором без особо прицельной стрельбы. Я, конечно, человек уже в годах, но для меня в динамике Quake структурированности и визуального удовольствия больше, чем в Wild Experts. Вторая странная штука. После того, как вы сбиваете врага с ног, продолжая по нему стрелять, какое-то время не будут отображаться хитмарки и проигрываться звуки попадания, однако урон проходить будет. И это в условиях убер-низкого ДТК для шутера от третьего лица, где любой выход в открытую стрельбу сопряжен с риском быть нашпигованным врагом, который сидит в нечитаемой позиции за стеной и готов разменять своего тиммейта на тебя. А ты должен ломать голову, добил ты чела или он сейчас отползет и селф-реснится. Но я могу списать это на баги раннего доступа. Не зря же такую плашку ставят, верно? Третья странная и непонятная мне штука — ганплей. На данный момент в игре около 25 видов оружия, включая как ППшки, так и штурмовые со снайперскими винтовками. Пушки можно обвешивать различными модами, такими как надульное устройство, прицел, рукоятка и магазин. Окей, все модно и современно, правда, различия в модах не так велики, как хотелось бы, но не суть. У меня больше вопросов к самому поведению оружия. В игре максимально аркадный скоростной мувмент, но низкий ТТК. Так а на кой черт тогда делать отдачу оружия настолько сильной? Плюс к этому добавлять разброс выстрелов при движении, где попасть на ходу в цель на расстоянии 15 плюс метров — это то же самое, что зайти в доту с надеждой, что все игры будут дружелюбными и без флейма. Нахуя ты вейв пулишь, тупое животное, блять? Чему настолько выдрачивать стрельбу, когда все равно победит тот, кто сидит за более удачной стеной? Тебе нужно контролить рекойл похлеще, чем с калаша в Counter-Strike. Добавим к этому необходимость стоять на месте для точной стрельбы и наличие аимпанчей, когда при прицеливании и получении урона ваш прицел подкидывает пропорционально полученному дэмэджу. И получим на выходе шутер от третьего лица, стрельба в котором — это то, чем абсолютно не хочется заниматься. Это из того, что получилось прям вот абсолютно плохо. Теперь о посредственно нейтральных вещах. Естественно, по всем канонам данного жанра игр у нас тут разные персонажи с разными обилками. Персонажи в Wild Experts безыдейные, стереотипные по своему внешнему виду и абсолютно плоские с позиции раскрытия их участия в данной игре. До последнего я бы не докапывался, если бы разрабы не прикручивали якобы лорные строчки текста к описанию перков и так далее. Более того, некоторые персонажи чуть лучше забаланшены относительно других, что можно с легкостью проверить, глянув официальную лайв-статистику на сайте Nexon. У всех персов есть как активная способность в количестве одна штука, так и несколько пассивных перков, которые в игре называют лептоном. Всего игрокам доступно 7 очков навыков и 3 слота под перки. Пассивки сами по себе достаточно интересны и служат для более точечной настройки геймплея как под конкретный плейстайл игрока, так и под какие-то определенные карты. Например, есть перки для игнорирования урона от падения. Часто можно встретить использование перка для получения первого щита на стартовом пистолетном раунде и все в таком духе. Задача проста. Выбирай, что больше по душе, и укладывайся в доступный бюджет. Это если прям хочется запариваться и не нравится дефолтный билд, собранный игрой. Теперь по поводу карт. Здесь у меня двоякое ощущение. С одной стороны, арены выглядят достаточно красочно, что и неудивительно, ведь Nexon в данной игре действительно смогли в качественный визуал. Более того, на многих картах есть широкая вариативность в перемещении и разрушаемость. Как мелких объектов, типа заколоченных окон или слабых заборчиков, так и крупных стен, но уже в специально отведенных для этого местах. Плюс местный паркур позволяет занимать такие высоты, которые на первый взгляд могут показаться вообще недосягаемыми. С другой стороны, к некоторым из карт есть большие такие вопросики по соотношению размеров мапы относительно игроков и балансу сторон. Проблемы с размером карты особо ощутимы на мапе Derailed, где открытого пространства настолько много, что так и хочется лечь в какой-нибудь куст с болтовкой и валяться там до конца раунда. С балансом же самые большие проблемы на карте Alta City, где атака имеет настолько много опций для захода на точку, что зачастую кто первый прокнет за атакующих, тот и заберет карту в конце. Непонятно ведет себя местный ранкед матчмейкинг. Можно, конечно, все косяки списать на ранний доступ и не очень высокий онлайн, но, честно, меня как игрока это заботить должно в последнюю очередь. Неправильно, когда в одну игру закидывает вместе чела из Сильвера с рангом 7000, то есть меня, и чела из топ-100 сервера. Или это нормально? И ладно бы так разок только багнуло, но подобный разброс практически постоянен.
Какой тогда смысл от матчмейкинга как такового, ведь все равно кидает людей абы как. И вот получается, что единственной действительно сильной стороной игры является визуал и неплохая оптимизация. Дизайнеры, художники, аниматоры и другие смежные профессии отработали на твердую 5. А все остальное, вы уж меня извините, настолько халтурно и откровенно плохо сделано, что, выбирая между Veiled Experts и Rogue Company, однозначно бы выбрал последний проект. Я свой старый ролик по Company пересмотрел, освежил воспоминания, и, насколько же хайрезовский проект чувствуется более целостным, что ли. Хорошо, что я в целом не фанат соревновательных шутеров от третьего лица. А так, если уж сильно прижмет, то лучше в Fortnite тот же поиграть, ей-богу. Следующий ролик будет ближе к концу месяца и по игре, о которой не знает практически никто. Можете даже попробовать в комментах угадать. Глядишь, и в next видео попадете. Дам подсказку, что проект будет также бесплатным. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч.